Всем доброго мальдивского утра, друзья! Сегодня наш второй день на острове Фериду, и мы отправляемся на экскурсию. Отправляемся мы сегодня на Манта-Пойнт, смотреть на мант. Это такие животные, похожие на скатов, точнее они из разряда скатов или видов скатов. Лодочка за нами уже пришла, сейчас будем грузиться. Да, мы не пошли в порт, а лодка пришла недалеко от нашего отеля, мы прошлись по бережку, и вот на отмеле лодка пришла за нами. Hello. Ну все, быстренько загружаемся, берем с собой ласты, трубки, маски, обязательно солнцезащитный крем, побольше воды, потому что мы находимся близко к экватору, и солнце здесь просто невероятное. Намазались полтинником, плюс шляпы, чтобы уши даже не сгорали, ни затылок. Будьте осторожны, солнце очень едкое. Мы добрались до точки на карте, вот, и сейчас мы просто патрулируем акваторию, ищем, где манты, потому что это все дикая природа, и здесь никогда не угадаешь, где они, что они. Приблизительный квадрат пацаны знают, но где конкретно, конечно же, нет. И вот сейчас вот наш водитель звонит мантам и спрашивает: вы скинули точку на карте, а вас там нет, вы где? Что-то на местном говорит непонятно, на рыбьем общаются. Должны найти, я думаю, мы сегодня увидим мант. И прозрак воды, конечно, просто невероятный. В некоторых местах мы прям шли, и было видно, ну не знаю, ну метров 30-40 точно. Спрашиваем у проходящего судна, видели ли они. Они говорят, 3 манты, вот видели. Показывают нам точку. Ну, мы надеемся. Вы у меня не раз спрашивали, как я справляюсь с негативом, который всех нас сейчас окружает. Психологи утверждают, что для того, чтобы предотвратить стресс, нужно снизить уровень кортизола. А это можно сделать с помощью физической нагрузки, чем, собственно, я сейчас и занимаюсь. Я пробовала заниматься спортом в тренажерном зале, посещала занятия по йоге офлайн, но с моим образом жизни и нашими путешествиями самый оптимальный вариант – это домашние тренировки. Сейчас все занимаются на fitstars.ru, и я в том числе, с лучшими тренерами. Вчера я сделала программу тренировок на похудение «Новая жизнь» с Михаилом Прыгуновым. Сегодня все болит и уже чувствую тонус. На 2022 год я поставила себе цель – избавиться от пары лишних килограмм и придать своему телу красивую форму. Для этого мне нужно всего лишь от 7 до 30 минут в день и никакого дополнительного оборудования. На fitstars.ru более 1200 разнообразных тренировок по 70 программам: похудение, растяжка, зарядка, йога, зумба, пилатес и другие. И самое главное, что не нужно никакой подготовки, все программы подходят даже для новичков. Уже через 2 недели вы увидите результат. Также на платформе есть раздел питания с рецептами, расчетом калорий и целым курсом об основах рационального питания. Как вы знаете, правильное питание не менее важно, чем тренировки. Как я уже говорила, сейчас я тренируюсь по программе «Новая жизнь», затем планирую делать тренировки на ягодицы. Тренировки реально огонь. А еще у них появились тренировки для детей от 3 лет. Я считаю, это отличный способ приобщить детей к спорту. Только неделю действует скидка 70% по промокоду Travel на все тарифы. Безлимит всего лишь за 4290 рублей. Это выгоднее даже абонемента в спортзал. Я оформила безлимитную подписку, и вы оформляйте. Давайте заниматься вместе. Так, ладно, пока мы ищем мант, хочу вас познакомить с одним человеком, его зовут Интихаб. Он является одним из самых старых рыбаков на острове Фериду.
И он помнит еще те моменты, когда можно было охотиться на акул и даже на дельфинов. Представляете себе? Они выходили в море и гарпунами били акул. И Ну а дальше мы приехали на Сэндбэнк. Это песчаная коса с белоснежным песком. Вокруг какой-то цвет воды, вообще, я не знаю, нереальный, ребята. Но вы сами, я думаю, видите. Такое я раньше видела только на картинках и на видео. Вживую я вижу такое реально первый раз. То есть такого белого песка, наверное, ну реально нигде. Нигде нет, даже на Занзибаре он не такой красивый. Здесь мы увидели прямо вот возле берега плавает маленькая акулка. Если я сейчас ее найду, то я вам обязательно ее покажу. Так рада, ребята, что мы вообще приехали на Мальдивы. Это совсем другое. Вот она акула. Смотрите, какая малышка. Вот она. Эй, не бойся. Уплыла. Здесь же на косе, на одном месте, вообще не двигаясь, стоит очень красивая птичка. Ну вообще вот просто представьте, что вы сейчас идете по этому островку вместе со мной. Вокруг, смотрите, какая водичка космического цвета. Вон, видите, вдалеке стоит птичка. Вот мы когда пришли на лодке, она стояла и до сих пор стоит. Не улетает никуда. Ладно, не хочу подходить ближе и ее пугать. Это рай, по-другому и не скажешь. Вообще так получилось, что у нас комплексная экскурсия. То есть сначала мы съездили на Мант, и после приехали на Сэндбэнк. Так тоже можно заказать, но вообще это две отдельные экскурсии. На Мант стоит экскурсия $45 на человека. И, соответственно, на Сэндбэнк тоже 40 или 45, я сейчас точно не помню. Но мы подсняли все цены и все экскурсии, которые можно заказать в отеле. И сейчас вам покажем. все, я наконец-таки закончил летать, снимать. Я просто первый раз в жизни вижу такую бирюзовую воду. Это что-то невероятное. Ой, и шляпа пригодилась, и нос не сгорает. Блин, кайф. Мы просто похожи на каких-то дачников. Просто в шляпах, я в лайкре. Но лайкра спасает, кстати, от солнца. Поэтому лайкру прям советую приобретать. Всегда на снорклинге использую, чтобы спина не сгорала. Потому что даже когда вы находитесь в воде, солнцезащитный крем перестает действовать, и спина сгорает, особенно вот плечи и шея. Ребят, я хочу сказать от себя, что Мальдивы это реально рай. Да. И даже вот дикие Мальдивы, бюджетные Мальдивы, это все равно рай. Особенно, мне кажется, сейчас у многих реально ценности немножечко изменились. И ты сейчас понимаешь, что, боже мой, просто купаться в этой воде, это уже, не знаю, такой подарок судьбы. И за это нужно благодарить. Это прекрасное вообще место. Здесь очень красиво, ребят, мы всем реально рекомендуем. Вот Мальдивы, вообще Мальдивы. Да, раз в жизни стоит. Хоть на бюджетные, хоть на какие-то локальные. Да. Хоть как-то криво-косо в каком-то бунгало жить, но лучше один раз приехать и увидеть это самому. Многие говорят, что не стоит ехать на такие бюджетные Мальдивы. Да боже мой, не знаю, для нас это просто прекрасно. Возможно, мы не видели какой-то там, знаете, лакшери жизни, но для нас это прекрасно. Вокруг тебя нет людей, ты купаешься просто вот в бирюзовой водичке, плавают акулы, манты, черепахи.
Что может быть лучше? Я не знаю, честно. Просто до горизонтов одна бирюза. Класс. Так, все, нам нужно выдвигаться домой, потому что я уже проголодался. В экскурсию не входит никакой обед, а я хочу рубрику «Хочу пожрать». Уже вернулись на наш остров и сейчас идем в кафешку. И когда мы плавали с мантами, не было времени особо рассказать про самих мант и что мы видели, потому что было ветрено, нам нужно было быстро перемещаться, вот, чтобы везде успеть. Манты сами по себе безопасны для человека, они на вас не нападут, можете не переживать. Они фильтруют воду, открывают широко рот и питаются исключительно планктоном. Поэтому ничего страшного в них нет, хотя их называют еще по-другому морские дьяволы. Мы встретили группу из 20-30 мант. Даже 40 местных, да, сказал. местные там что-то высчитывали, но я где-то 20 точно насчитал. Но они были достаточно глубоко, где-то 12-15 метров. Для меня, например, нырнуть там на 5-7 метров нормально, но вот уже дальше есть проблемы. Поэтому кадры не такие сочные, возможно. Вот. И еще манты, они, как правило, обедают в достаточно мутной воде, потому что они, опять же, питаются планктоном, а где планктон, там мутная прям вода, она такая, как с мукой получается. Из-за этого видимость ухудшается. Но, когда мы возвращались уже обратно, мы заехали еще в одно место, и местные прям увидели одну манту, которая отбилась, я не знаю, то ли от стаи, то ли что. И вот она как раз-таки была на мелководье, и вот ее получилось хорошо, классно и крупно снять. Нам сказали, что лучше ехать прям рано утром, потому что рано утром они поднимаются наверх. То есть можно прям вот нырнуть там, грубо говоря, на 2 метра, на 3 метра, на 5 и прямо рядышком с ними поплавать. Ну, как получилось вот со второй, с этой одинокой мантой. Вообще, я в таком восторге. Я хоть до этого и видела мант в Индонезии, но там это было буквально, там, ну, может, 5 штучек, там 3. А здесь ты просто опускаешь голову, и под тобой огромная стая. Они такие большие, 5-6 метров. Это нечто. И еще по пути, мы это тоже не сняли, но я вам расскажу, что мы увидели дельфина, черепашек несколько, много рыбок разных. То есть нам очень повезло. Хотя, ну, как бы, может, не то, чтобы очень повезло. Может, здесь так всегда, я не знаю. Но мы очень довольны. И даже видели маленькую вот такую вот акулочку. Остров этот вообще мега не туристический, и сюда мало кто привозит, и мало кто путевки продают. И если посмотреть на букинги, цены здесь там от $100 начинаются. Но так как у нас компания Wild Maldives весь маршрут планировала за нас, а у них есть договоры с какими-то отелями и выходит гораздо дешевле, поэтому проще просто купить пакет, отдать все проблемы с организацией компании и ни о чем не париться. Поэтому ныряйте в описание, там вся полезная информация будет вас ждать. Ну а мы пришли вот в кафе, называется Алиха кафе. Вот, находится она буквально тут в 10 метрах. Так как на острове не так много кафе, всего 3 или 4, каждый день будем пробовать новый. Сегодня это Алиха кафе, если они работают, конечно. В отличие от предыдущего кафе, здесь расчет идет в местных деньгах, и это хорошо, потому что вот вчера мы считали в долларах, а когда начали платить в рупиях, курс получился аж 18. Да. Хотя руфия стоит 15-16 за доллар. И здесь вот, кстати, есть, видите, вот $1. От 10 до $100 15 получается. Вам могут здесь поменять, но я думаю, что и считать тоже будут в меню, если что, по такому курсу, если вы будете платить в долларах. А что есть по меню? Что у нас здесь есть?
Рисец есть. Туна рис, кстати, стоит 50 руфий. Это 3,24 доллара. Ну, это гораздо Это в 2 раза дешевле. дешевле, чем мы были там, ребята. Вот так вот. Теперь вы знаете, куда ходить. Но главное, чтобы вкусно было. Да. Чикен клаб сэндвич, туна клаб сэндвич есть, чикен фрайд нудл, ну, в общем, спагетти, пицца. Здесь много чего есть. Классно. Так, ну давайте, да, посмотрим. Ну, допустим, вот я вчера ел спагетти туна, правильно? 65 руфий. Я вчера платил за это 7 долларов. А здесь получается сколько это? Переведи. Скажи, Спагетти туна 65. 65 это 4,21. Смотрите, я вчера брал спагетти туна, и это стоило мне 7 долларов. А здесь спагетти туна стоит 65 руфий, и это 4,5 доллара. Да? То есть ценник реально существенно ниже. Вообще класс. Так, ну главное, чтобы, да, вкусно было, поэтому заказываем, ждем. Вкусно? Да? Угу. Островато немножко, но реально вкусно. Слушайте, мой рис тоже хорош. Без лука принес такой, говорит, вам, пожалуйста, без лука, все как вы просили, вообще классно и вкусно. Немного пряно, в меру совсем чуть-чуть остро. Прям, не знаю, как в Таиланде прям. Очень вкусно. Однозначно вкуснее, чем любой рис на Шри-Ланке. Сверху яичко. В общем, в это место мы прям советуем приходить. Если для вас бюджет очень важен, то вот эту кафешку советуем. А там, где мы вчера были, не советуем, потому что там реально в 2 раза почти дороже. Ну, там тоже вкусно, но в 2 раза дороже, и это все меняет. Получается, здесь в 1,5 раза дешевле. Вчера мы заплатили 22 доллара в местных руфиях, это вышло в районе 400. А сегодня мы заплатили 210, то есть в 1,5 раза дешевле, реально. А еще у них вот интересные деньги такие. Они, во-первых, пластиковые. Даже если они намокнут, краска и ничего с ними не станет, краска не слезет. Вот. И на каждой купюре что-то нарисовано из местной утвари. Например, вот на 500-ке какие-то кувшины. На 100-ке, вот не знаю, то ли это украшение для женщин, то ли что это. Тут женщина что-то делает. Так, это все сотки. На 50-ке, я так предполагаю, что это маяк какой-то. И человек книгу читает. На 20-ке парусник красивый. Класс. В общем, деньги необычные. А на 10-ке барабан. И человек ползет на пальму. На 5-ке человек играет в футбол и ракушка. В общем, деньги прикольные. Разноцветные такие, классные. И на ощупь приятные. Реально пластиковые. Ты едой довольна? Да, я даже не смогла. Человек даже не смог съесть. Еще и чипсы остались вкусные, но немного В островатые. следующий раз нужно будет брать одну порцию на двоих. Да, здесь гораздо лучше поели. Очень рекомендуем. Название кафешки Алиха кафе. Алиха кафе. Алиха? Да, но здесь всего буквально 3 ресторана на весь остров. Вот этот рекомендуем, вчерашний не рекомендуем. Да. Но жалко, что мы 3-й не успеем посетить, потому что мы завтра уже уезжаем. На новый остров. Мне кажется, что за 2 дня мы вот прям весь остров посмотрели, потому что смотреть именно, ну, как бы на самом острове особо, в принципе, да и нечего. Но мы и риф посмотрели, и на экскурсию съездили, и на вот пляже время провели. И, ну, вообще нам очень понравилось. Этот остров классный, но он такой, он небольшой и не маленький. То есть здесь есть туристы, но их очень мало. То есть, наверное, мы за все время встретили, ну человек, может, 10, 15, не больше. Рекомендуем ли мы сюда приехать? Да. Ну, единственное, что трансфер такой 3 часа, почти 3 часа, 2:45 получился с Мале. Но мне кажется, что это немного для Мальдив. Есть более отдаленные острова. Этот остров еще, в принципе, достаточно близко расположен. Завтра мы отправляемся снова в Мале, в столицу. И оттуда у нас уже будет трансфер на другой остров, потому что остров следующий будет остров Гойду. Он расположен в другом атолле, и, соответственно, прямого сообщения с нашим островом Фериду нет. Ну, насчет того, что провести здесь 2 недели своего отпуска, я бы, наверное, не советовал. Все-таки лучше потратить там лишних 100-200 долларов, но посмотреть как минимум там 2-3 острова. Просто сюда приехать на 2 недели, наверное, будет скучновато. Тем более для тех людей, которые любят там потанцевать, сходить в бар,
не знаю, попеть караоке, здесь вы всего такого не найдете. Но если вам все это не важно инфраструктура возле пляжа, потому что вот даже на бикини пляже здесь нету ничего, кроме лежаков. То есть заранее нужно покупать что-то в магазине, фрукты какие-то искать и уже самому себе организовывать какой-то пикничок, либо перекус. Вот с этим на пляже проблемы. Но если вас это все не смущает и вы хотите вдвоем провести медовый месяц или там, не знаю, просто в отпуск приехать почилить, то этот остров вполне подойдет. Но опять же я советую лучше, наверное, на 2-3 острова поездить, чем сидеть на одном. Вот. Тем более на Мальдивах 1192 острова, есть чего выбрать. 200 обитаемых, поэтому всегда для себя что-то найдете интересное и новое. Что наступила ночь, и мы вместе с хозяином нашего отеля идем искать скатов. Взяли с собой немножко рыбки для них, будем прикармливать. Надеюсь, нам повезет, и мы их увидим. Да, вот взяли еще ошметки от рыбы, то, что осталось от ужина. Вот, и скаты хорошо должны выходить на нее. Вообще, вечером, вот видите, есть фонари, освещено. Но мы взяли еще наш огромный фонарь и идем на поиски скатов. Так, короче, прошлой ночью они были здесь. Так, мы, чтобы вы понимали, находимся прямо в порту возле лодок. Даже какой-то небольшой мусор плавает, но вода в целом прозрачная. Сейчас мы вот достаем ошметки от рыбы. Во. Интересно, придут ли они. Ребята сегодня не пришли, но мы немножко поздновато, сейчас уже, наверное, 8:30. Нам сказала Тиф, владелец резорта, что лучше в 6:30, где-то 6:37. Попробуем завтра, у нас есть еще завтрашний день. Это Мальдивы, все на релаксе. Вот я, конечно, просто балдею. Здесь такое спокойствие, здесь ты просто живешь, и ты вот реально находишься вообще как будто бы в другом мире. Я это уже говорила и буду повторяться. Здесь так, ребята, классно вообще. Ну а на этом наше видео заканчивается. Поддержите нас, поставьте лайк, потому что сейчас монетизации в YouTube нет, и нам как никогда нужна ваша поддержка. И тут, как всегда, мы просим вас о комментариях, о лайках, о поддержке, вашей поддержке в комментариях. Мы даем свой позитив вам и будем очень рады получить его в ответ. Поэтому ждем ваши комментарии, любим, обнимаем всех, целуем. Ну и увидимся уже в следующем видео. Всем пока!